Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Сегодня у нас заключительный выпуск из цикла о ролях процессного управления. Поговорим о том, чем радикально отличается работа владельца процесса от работы руководителя отдела и проектного менеджера. Главное различие между ними заключается в понимании качества работы, границах ответственности и возможностей, а также в том, на что вообще обращен вектор внимания специалиста. Начнем с руководителя отдела. Этот вопрос возникает наиболее часто. Раньше в компании было функциональное управление и были руководители отделов. Что же поменяется в связи с переходом к процессному управлению? Руководитель отдела часто размытое понятие, но обычно он является скорее исполнительной властью. И только лишь. О чем это я? Основная деятельность функционального руководителя в выполнении этой самой функции, в обеспечении функции для компании, в рамках имеющихся ресурсов отдела. Если же в работе возникают проблемы, то работа руководителя отдела — тушение этих пожаров. Не системным решением вопроса, акцент именно на инцидентном решении проблем. Важный момент — руководитель отдела в классическом понимании редко проектирует свою работу. То есть у него редко бывают полномочия по изменению процесса. При функциональном управлении изменения часто спускаются сверху. Границы руководителя отдела — его отдел. Поэтому если руководитель отдела и может что-то изменить, то все это происходит исключительно на территории его отдела и мало меняет кроссфункциональный, то есть сквозной процесс. При этом функциональный руководитель также отвечает за свою команду, за людей. Напротив, единое детище владельца процесса — это процесс, и его потребители. Все остальное вторично, в том числе и кадры. Руководитель подразделения управляет на местах, то есть внутри системы, решает инциденты по местам. Владелец процесса больше про организацию работы. Он немножко вне системы и должен видеть процесс в том числе со стороны, а не постоянно заниматься тушением пожаров. Что в центре внимания владельца процесса? Мы это уже много раз обсуждали на этом канале. Стабильность результата процесса, соблюдение значений всех его показателей, а также анализ и улучшение процесса. Это очень важно. Владелец процесса не просто контролер, у него активная позиция, и при этом он владеет полномочиями. Если функциональный руководитель — это скорее исключительно исполнительная власть, то здесь мы имеем еще и законодательную. Владелец процесса — это творец. Не так важны отдельные экземпляры процесса, сколько функционирование процесса целиком. И если полномочий на улучшение процесса нет, перед нами совсем не владелец процесса, скорее, просто какой-то ответственный. Деятельность владельца процесса не ограничивается рамки какого-то подразделения. Его границы — это границы процесса. Перейдем к разнице между проектным менеджером и владельцем процесса. Вообще, про различие проектного и процессного управления у меня выходил целый выпуск. Если пропустили, проходите по ссылке. Проектный менеджер бежит к результату один раз. Для руководителя проекта важно достичь цели проекта, получить уникальный результат, при этом оставаясь в рамках бюджета, сроков и качественного скоупа. Для этого нужно управлять набором рисков. Конечно, из раза в раз опытный менеджер проектов использует какие-то схожие процедуры работ, организует свою деятельность через процессы, и так далее. Но сути это не меняет. Его задача — этот одноразовый подвиг. Для владельца процесса мало выполнить процесс один раз, даже на высшем уровне, даже много раз, даже очень много раз. Важно обеспечить стабильное качество и повторяемость результата. У потребителей процесса есть ожидания, и задача владельца процесса — стабильно попадать в эти ожидания. Для владельца процесса плохо, когда в 90% случаев все выполняется очень хорошо, а в 10% случаев как попало и очень плохо. Ему нужно обеспечить стабильный, приличный результат. Чем предсказуемее будет результат, тем лучше сработал владелец процесса. Это не про разовые подвиги, это про системную работу. Подведем итоги. Проектный менеджер работает над получением разового, уникального продукта. Владелец процесса и руководитель отдела работают словно на конвейере. Но если руководитель отдела скорее управляющий на конвейере, то владелец процесса — это архитектор и инженер, который сам строит правила игры. Качество работы всех этих управленцев измеряется различными показателями. Для проектного менеджера это будут показатели проектного офиса, такие как соблюдение сроков проектов и ROI, а основа процессного управления — это показатели процесса.
Вот именно об этом мы и будем разговаривать на наших следующих встречах. На сегодня же у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. До новых встреч!